Всем доброго времени суток, меня зовут Надежда, и я рада приветствовать вас у себя на канале. В сегодняшнем видео хочу показать вам, как вяжется пятка подкова. Выглядит данная пяточка вот так. Если развернуть носок обратной стороной, да, пяткой, выглядит она вот таким образом и напоминает такую подкову, да. Чем-то отчасти она напоминает бабушкину пятку, но вяжется немножечко по-другому. Это что-то среднее, я бы сказала, даже между бабушкиной пяткой и пяткой бумеранг, которая вяжется без укороченных рядов, но вяжется чуть-чуть по-другому. И вяжется очень просто, и справится с ней даже начинающая рукодельница. Если вам интересно, оставайтесь со мной, а я приступлю к самому вязанию пяточки. И показывать, как вяжется пятка данного образца, я буду уже на втором носке. У меня носок вяжется на 4 спицах, на 5 из комплекта, да, 5 я вяжу. Можно вязать на спицах трио, можно вязать другим способом, но при вывязании пятки, да, вы свое полотно делите на 2, если вы вяжете другим способом на других спицах. То есть у меня сейчас на спицах на каждой набрано по 12 петель, да. Итого, если вы вяжете на трио, да, у вас получится по 24 петли. Я буду вязать на первой и второй спице сам подъем вот эту часть, да, до сокращения петель. И вязать я буду следующим образом. Я провяжу первый ряд с высоты вот этой, да, и перемещу свои 24 петли, которые у меня набраны на первую и вторую спицу, на одну спицу. То есть у меня получится в работе их уже 3. Провязываем первую и вторую спицу. То количество петель, которое набрано у вас, в моем случае это по 12. Провязываем, напомню, первую и вторую спицу. Я вяжу лицевыми петлями. Если у вас ложится узор, вы вяжете, соответственно, вашим узором. Провязываем 2 спицы до конца. И последнюю петлю в данном ряду уже мы провяжем изнаночной петлей, делая из нее кромочную. Во всех последующих рядах подъема мы будем последние петли провязывать изнаночной петлей. Далее провязали мы первый ряд нашей высоты, он же у нас лицевой. Дальше нам нужно с вами провязать 12 рядов высоты подъема вот этого пятки, да? В эти 12 рядов входят как лицевые, так и изнаночные ряды. Первый лицевой ряд у нас провязан, вяжем еще 11 рядов. У нас должно получиться 6 рядов лицевых, 6 рядов изнаночных. Итого 12. Провязываем самостоятельно и возвращаемся, будем формировать саму пяточку. Я провязала в высоту 12 рядов, из которых у меня 6 лицевых и 6 изнаночных. На спице у меня сейчас 24 петли, и вы видите, у меня 2 маркера. Ими у меня выделено средних 4 петли. И с боков, с 2 сторон у меня получается по 10 петель. Теперь мы с вами будем формировать вот эту саму пятку, которая именно выглядит как подкова. И будем их формировать ее на 4 петлях. Первый ряд мы провяжем следующим образом. 10 петель вот этих до маркера мы провяжем лицевыми петлями. Поскольку у меня пятка вяжется на лицевых петлях, то я вяжу лицевыми петлями лицевой ряд. Если же вы вяжете вдруг узором, то у вас эти петли провязываются соответственно вашему узору, рисунку, да? Провязываем до маркера наши 10 петель. Провязали, перебрасываем маркер. Далее провязываем средние 3 петли, не довязывая одну петлю до конца, да? Провязали. Теперь нам нужно одну петлю последнюю и первую петлю боковой нашей стороны провязать 2 вместе одной лицевой. Провязали.
Далее провязываем одну петлю лицевой. После того, как мы провязали 2 петли вместе одной лицевой, мы с вами провязываем одну петлю лицевой с боковой стороны. Провязали. И разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Изнаночный ряд вяжем следующим образом. Первую петлю мы снимаем. Сняли ее как кромочную и провязываем наши петли, не довязывая до маркера, одной петли. Провязали, у нас одна петля остается центральная, да? Мы ее сейчас вместе с боковой, с одной петлей боковой стороны провяжем 2 вместе изнаночной уже петлей в изнаночном ряду. Поскольку у нас изнаночный ряд, то 2 вместе мы провязываем изнаночной. Это у нас последняя петля середины и первая петля боковой стороны. Провязываем 2 петли вместе изнаночной петлей. Провязали. Далее провязываем одну петлю с боковой стороны, просто изнаночной одной. Провязали. И разворачиваем вязание на лицевую сторону. Теперь уже маркеры мне не понадобятся. Если вам может быть удобно вязать, выделять середину без маркера в данном случае, то в принципе можете ими не пользоваться. И вот смотрите, у нас уже вырисовывается такая как бы середина. И таким образом довязываем нашу пяточку, пока у вас не останется на спицах 12 петель. Я уже сделала сокращение до момента, когда у меня на спице осталось 12 петель, и провязала изнаночный ряд. Нить у меня находится вот с этой стороны. И для кругового вязания нам нужно продолжить вязание в эту сторону, да, чтобы продолжить вязать по кругу. И этот ряд я провяжу просто лицевыми петлями, включая последнюю кромочную, да, первую кромочную мы снимаем и провязываем этот ряд просто лицевыми петельками. Как нас смотрят петли, повторюсь, если вы вяжете узором, то у вас, соответственно, ваш узор будет. А у меня же лицевые петли. Вяжем до конца ряда. Последнюю кромочную петлю мы в данном случае провязываем лицевой уже петлей. Так, провязали. Дальше. С этой стороны нам нужно поднять петельки. У нас изначально было на каждой спице по 12 петель. Здесь у нас тоже сейчас 12. И если мы разделим на 2 стороны, на 2 спицы пополам, да, по 6 петель у нас получится, мы распределим их на 2 спицы, то, соответственно, нам нужно добрать еще 6 петель, чтобы у нас потом на 4 спицах получилось по 12. Добираю я следующим образом. За 2 дужки вот таким образом продеваю спицу, захватываю нить и достаю петлю. Вот так, да? И так добираем до конца с нашей стороны 6 петель. Одну подняли, поднимаем вторую и так 6 петелек. Дальше 2 спицы мы провязываем согласно рисунку по 12 петель. В моем случае это лицевая гладь. Провязываем наши следующие 2 спицы. Провязали, и мы пришли ко второй стороне, где нам нужно добрать петельки. И добираем с этой стороны также 6 петель, аналогичным образом распределяя их равномерно, как и с обратной стороны. Первую подняли, вторую поднимаем, и так 6 петель добираем. Добрали 6 петель, и такая конструкция у меня получается. На этой спице у меня 6 петель, на этой 18. И сейчас я провяжу дальше еще 6 петель лицевыми петлями на вот эту же спицу. Так, провязываем. 1, 2, 3, 4, 5,
6 провязали. Для чего я это сейчас сделала? Чтобы уравновесить петли и вернуть их в исходную позицию, чтобы на каждой спице у меня получилось обратно же таки по 12 петель. И дальше мы будем продолжать с вами уже вязать носок, саму основную часть, вот эту, да, стопу, по вашему рисунку. У меня это в моем случае лицевая гладь, у вас это может быть другой рисунок. Итак, пятка наша готова. Как вы можете видеть, вяжется она просто, быстро и легко. И подойдет ко многим моделям носков. Или носок, я не филолог, не знаю, как правильно. Вот, на сегодня у меня все. Если было для вас полезно, ставьте этому видео пальчик вверх. А у меня все. Спасибо за внимание и пока.